Девчули, привет! Сегодня мы с вами будем утилизировать завязки, которые пришли мне в предыдущей распаковке Magnatex. Кто не смотрел, я оставлю ссылочку. Это была ветошь до 10 сантиметров. Пришло очень много завязок. И, соответственно, мне нужно ее было разобрать. И я хотела ее развязать, не получилось. И я решила отрезать длинные в одну коробочку и более короткие кусочки из этих завязок в другую. Это уже точно пойдет, наверное, на пиццу. И после этого всего, после того, как я это все разрезала, у меня остались узелки. Я не стала их выкидывать. Я подумаю, что с ними можно будет делать. И запишу в следующий раз какое-нибудь с ними видео, потому что мне показалась идея очень интересная. По крайней мере, они чисто зрительно, визуально очень вместе смотрелись неплохо. Соответственно, мне пришлось это все постирать. Скажу сразу, вода была чернющая, невероятно черная, пыльная, потому что мусора было в этот раз очень много. Это уже вторая вода. Первая была просто чернющая. Мы надышались пыли, легкие были забиты. Весь вечер было очень некомфортно на самом деле, хоть я и люблю ковыряться в этих мелких лоскутках. Ну, я, соответственно, не стала их выкидывать, я решила их использовать. Я это все вот вывесила после стирки. Получилось их, кстати, немало, с учетом того, что это не все частички этих завязок. Вот такая вот стопочка у меня получилась разноцветная. И ткани по составу, ну, соответственно, хлопок и по плотности, они приблизительно все одинаковые, и плотность неплохая. Единственное, что, посмотрев на все это, это очень, конечно, красочно, но если использовать все полностью на то, что я собираюсь в этом видео делать, это, конечно, была бы каша-малаша. Я решила использовать всего несколько оттенков, которые мне показалось, что они между собой неплохо сочетаются. И выбрала вот такие вот. Тут полностью всю бязь и вот сатин хаки. Я их по ширине сделала 6-сантиметровые. И, соответственно, соединяла между собой по 2 полосочки разных цветов. И потом это разрезала на более мелкие детальки. И получались у меня такие квадратики. Соответственно, потом это все между собой соединяла. И у нас должно получиться полотно 57 на 25. И, соответственно, у нас вот получилось такое полотно. Это лицевая сторона, изнаночная. Нам понадобится утеплитель. Я использовала флис, который у меня был в кусках оставшийся. И, соответственно, изнаночная сторона тоже использовалась, и тоже пришло это то ли техсалфетка, то ли ветошь, я уже не помню. И нам еще понадобится 57 на 14, вот такая вот полоса, которая ляжет между лицевой стороной и изнаночной. Это мы все соединяем между собой. И потом мы это все с вами, как скажем, сложим пополам. И вот во внутреннюю часть нам нужно будет проложить утеплитель, но не везде. То есть верхний вот этот кусочек, который у нас был 14-сантиметровый, который сложенный уже пополам, в него мы не вкладываем этот утеплитель. Мы как бы оставляем тут пустое все. А вот верхушечка, а вот уже где серенькая со звездочками, там у нас должен быть утеплитель. И, соответственно, это надо все аккуратненько, все либо сметать, либо булавочками все это приколоть, для того, чтобы мы это смогли аккуратно простегать. Поэтому, чтобы никуда ничего не переместилось, не перекособочило, я использовала максимальное количество булавок. И решила простегать не прям так часто, а вот просто сделать между полосами параллельные линии. Для того, чтобы вот эта наша, как сказать, деталь, она была достаточно объемная, ну, не совсем плоская. Вот так у нас получилось на изнанке. И нам нужно сейчас проложить строчку. Вот у нас эта часть уже в готовом виде 6 сантиметров с чем-то должна быть. Потому что за минусом припусков 6 сантиметров. И вот мы тут проложим сейчас строчку в 1,5 сантиметра от
шва, где у нас начинается утеплитель. Соответственно, это мы сделаем такую канавку, такой ровчик, для того, чтобы там пустить завязки. Вот так у нас получилось. Сейчас это, конечно, все надо поравнять и соединять уже боковые стороны. Соединять, причем нам нужно так, чтобы мы оставили вот этот вход для завязок. Его не прошить, иначе мы завязочки туда просто не воткнем. Вот эту, сейчас скажу, вот эту часть, вот эту в 1,5 сантиметра мы оставляем не без строчки. А строчку мы уже делаем, соответственно, вот отсюда и вверх, и вот отсюда вниз. После того, как мы проложим строчку, нам нужно косой бейкой будет обработать, но прежде чем делать косой бейкой, обрабатывать этот срез, нам нужно будет проложить в эту канавку, соответственно, завязки. Вот завязочки мы с вами проложили, выворачиваем наизнанку, немножечко их оттягиваем и уже обрабатываем косой бейкой, чтобы мы просто эту завязки не вшили в шов, иначе мы тогда не затянем. Поэтому и вот первый шов у меня для косой бейки был на машинке, а второй я уже делала вручную. И по такому же принципу я обрабатывала низ этого изделия, потому что когда обрабатываешь вручную, как-то более, мне кажется, аккуратно. И у нас получается вот такая в виде торбы деталь, которую нам нужно будет еще обработать снизу. И тогда практически наше изделие будет готово. В принципе, тут ничего сложного нет. Вот так у нас все получилось. По такому принципу можно делать сумочки, торбочки, да. Мы делаем грелку для чайника. И нам нужно, донышко мы делать, соответственно, не будем, мы просто обработаем край косой бейкой. И также первая строчка для косой бейки у меня идет на машинке, машинная, а уже дальнейшее присоединение этой косой бейки к основному изделию, соответственно, уже вручную. Вот такая вот грелочка у нас получилась. В следующий раз, когда я буду делать такую грелку, а я ее сделаю себе, потому что это маме, я сделаю утеплитель более пообъемнее, потому что мне не хватило объема. Хоть я и стегала не очень часто, но все равно, мне кажется, пообъемнее нужно. А так, чисто вообще как идея, она очень неплохая. Я эту идею подсмотрела на ютубе, но есть тут некоторые недоработки. Я делала полностью, как говорили, но тут есть одни недоработочки. Вот именно в плане дырочек для завязок, потому что их в конечном итоге мне пришлось распарывателем все равно подрезать ткань. А так в целом очень неплохо. Вот такая вот красота получилась, как шапочка у ребенка. У меня раньше, по-моему, такая шапка была с такими завязками сверху. Внутри получилось очень аккуратно тоже. Вот такая вот красота. Дальше у меня остались кусочки от этой грелки, и их можно было, конечно, куда-то запихнуть и потом использовать, но я решила использовать их сейчас и сделать такой небольшой комплект из 3 вещей. И я решила сделать для чайника, вот для которого мы делали грелку, сделать еще как бы подставку теплую под чайник. По такому же принципу я соединяла, грубо говоря, да, по такому же, соединяла эти кусочки, сделала круг. Соответственно, для него нам нужно 3 детали: изнаночная сторона, утеплитель и вот эта лицевая. И, соответственно, это все вместе простегать, чтобы это не бултыхалось там нигде. Также проложила параллельные строчки на машинке. Вот в канавку между деталями,
чтобы с внешней стороны их было не видно, а с внутренней, ну, с изнаночной стороны, они были такие. И надо максимально, конечно, постараться это сделать параллельно друг другу. Но, в принципе, так как все у меня было ровненько, все швы, у меня и с изнаночной стороны все тоже очень параллельно получилось. Дальше мы, конечно, все ниточки срезаем, убираем лишний утеплитель, равняем это все, чтобы приступить к дальнейшему уже этапу обработки косой бейкой. Конечно, это все еще, вот эти все 3 слоя нужно соединить по окружности этой детали, чтобы это тоже все нам не мешало, когда мы будем обрабатывать косой бейкой. Все это соединяем, обрезаем лишнее. После того, как вы простегали, обрезали, вы еще посмотрите, приложите вашу там лекало, круг какой-то или еще что-то, чтобы достаточно все ровно было. Потому что когда мы стегаем, детали могут немножко куда-то перекоситься. В принципе, когда вы понимаете, что у вас достаточно ровно, все, можно уже дальше приступать к косой бейке. И вот тут я немножечко усложнила себе задачу. Косая бейка — это не та, которая была выкроена специально, это также ветошь, которая пришла мне в предыдущей посылке. Мне пришлось взять для косой бейки вот этот кусочек. И он был выкроен, ну, соответственно, не по косой, а по прямой. Ну, и было очень сложно в круг его сделать. Но в любом случае я справилась. И видите, у меня все достаточно ровно, и шатром он не поднимается. После этого всего у меня остался вообще вот этот мусор, нитки какие-то, прям вообще вот кусочки маленькие, которые сшить невозможно. Я решила их тоже использовать и сделать просто подставку под тарелку или под чай, или под кружку, там под что. По такому же принципу, ну, грубо говоря, пицца, тоже в 3 слоя. Простегала это уже вот такой вот свободно-ходовой стежкой в хаотичном порядке. Соответственно, это нужно тоже все поравнять и обработать косой бейкой. С квадратиком, с формой квадрат, конечно, проще работать. Если у тебя косая бейка выкроена не по правилам. Вечер перед сном. Календула, ревень. Благодарю вас, Анна Викторовна. Так, и вот такой вот вариант, тоже по принципу: первая строчка для косой бейки на машинке, а вторая уже вручную. В конечном итоге у меня получился достаточно аккуратный квадрат, аккуратный круг, грелка, и все из одной и той же, по сути, ткани. Только единственное, что, конечно, вот эта квадратная подставка, она немножко, ну, как сказать, по технике отличается от этих двух вещей, потому что тут и стежка другая, и в технике пицца, вот этот весь мусор туда пошел. Но ткани, цветовая гамма одна и та же. И вот такой вот мешочек я делала, вышивала. Это кубышка на здоровье, такой оберег, льняной мешок с вышивкой. Там дальше тоже льняной мешочек по принципу. Вот такой вот вариант у меня получился.